Я какие-то облака вижу вообще. Такая вот местность облаков. Я вот прошел чуть вперед, я вижу тут какой-то человек, он вообще выглядит как греческий бог для меня. У него такая, знаешь, такая одежда, вот такая, вот, знаешь, как, ну такая вот. То есть у него грудь немножко видно, вот это вот, знаешь, такая белая, как это называется. Как у древнегреческих богов? Да, я не знаю, вот я его еще вижу таким кудрявым как будто. Я вообще просто не знаю Аполлона, но я вот так вот вижу. А, давай ты сейчас подойдешь прям к нему. Подойди, пожалуйста. Кстати, высокий какой-то, прям вообще огромный. То есть я максимум до его икр достаю. Но он уменьшиться может, конечно, но ему так как-то комфортно. Я могу увеличиться. А Вот. спроси у него, какой у него рост? Это его реальный рост, да, получается? Но он говорит, ну как бы не говорит, а как-то, ну, передается мне, что ему так комфортнее всего. Вот. Но я вижу, что ли 10 метров. 10 я вижу цифру. Прикоснись, пожалуйста, к нему. Проверь его по нашей технологии. Он, не он. У него почему-то глаза закатились, когда он выставил свой свет. Ну, в смысле, не от того, что, ой, ребята, а потому что, ну, я не знаю, почему-то они вот как-то вот прям, я аж прям зрачков его не вижу. И свет я вижу, он такой, знаешь, как, а, вот, когда, как это называется, я забыл. Стиральная машина. И такая вот есть для стиральной машины такая жидкость белая, как мыло. Жидкая очень. Вот у него цветом вот таким вот белым. И свет такой прям, когда у тебя глаза, знаешь, мыльные. Не мыльные, а когда только проснулся и слизистые такие вот, знаешь, мутные. Как-то странно, но вот я вижу его свет вот так. И свет он ощущается, вот правда, как вот эта вот жидкость для мыла. Поблагодари его. Пускай Да, примет сейчас, свой тот облик, который ему комфортно. да, сейчас я его еще и ДНК проверю на всякий случай. Я под ним вижу, промелькивает что-то темно-синее такое, как будто бы у него кости темно-синие. Ты имеешь в виду скелет темно-синий? Да, вот. А, и я еще сейчас немножко перед собой глаза увидел. Не знаю, что это такое. Может, это он на меня смотрит? Ну, в смысле, я прям, даже если я ничего не буду смотреть и просто закрою глаза, то я перед собой глаза вижу. Они немножко похожи на рептилоида, который ко мне был подключен. Ты смотрел же, как от меня там вот это на обучение отключали от зоопарка, который у меня был, или нет? Я не помню уже. Ну, там, в общем, у меня рептилоид 6 лет был. И я даже ну, когда отключали, недавно начал видеть его глаза, когда медитирую. И даже когда просто закрываю глаза. И мне было очень интересно, что это. Это был рептилоид. Ну ладно, я вот вроде проверил, все нормально. Он ответит на наши некоторые вопросы по просьбам наших зрителей. Он как-то так посмеялся, так, э, такой, ну, да. Ну, как-то так, что если поймете, что я вам отвечу. Вот. Типа задавайте, ну, я отвечу, ну ладно. То есть если поймете, буду рад, конечно, сказать. А скажите, пожалуйста, а вы точно воплощались на Земле в виде физического тела?
В вашей временной линии, да, это было такое. Он А еще говорит, что у меня было много имен, и, ему кажется, что слишком уж преувеличивают, его. Он говорит: "Вы намного важнее, чем я. почему мы важнее? Вы проходите через более серьезные американские горки". Вот так вот сказать, что сейчас намного радикальнее события происходят. И вот как бы нам, чтобы что-то изменить, нам это вот так, а ему надо было очень постараться. И как бы он говорит, что у нас как бы ответственности больше, и сил больше, и из-за этого. Вопрос такого характера. Действительно ли существуют боги Олимпа и где они обитают в данный момент сейчас? Да, они были, они есть сейчас, они находятся на другом плане. Можно натренировать свои глаза, чтобы их видеть. Они, в принципе, везде. То есть они, ну, могут в многих местах одновременно находиться. Поэтому так же, как вы делаете со своими ангелами-хранителями, так и с богами Олимпа можно. То есть, их позовешь, и они придут. А есть у них свои уровни Земли, галактики, Вселенной, пространства? А какие вы уровни подразумеваете? Уровни чего? Ну вот как у нас есть, допустим, у души, когда она переходит на переходе на тонкий план, когда свой жизненный путь завершает, она попадает на определенный уровень тех Мгм. энергий, которые она наработает за весь свой промежуток времени пребывания на планете. Ам, ну вот они как, на уровне ангелов, на уровне там около них, уровне воинов, как их архонты, нет, скорее ангелы. Вот, то есть они вот, мы обычные люди, вы нам дали такое название. Вот. То есть они ангельские существа, да? Да, И получается, они все принимали, да, человеческий облик? да, все, кого вы называете богами, они воплощались, на землю, и перед воплощением они ангелами были. Ну, то есть и после воплощения, конечно, ангелами, потому что это все происходит в один момент. Вот. Ну да, в общем. А откуда они пришли на Землю? Из каких-то созвездий или из другого какого-то места? И он говорит, что они всегда были. То есть, как бы он подразумевает, что этот вопрос, не очень корректен, потому что, как бы, ну, они как-то всегда были в любой момент Вселенной. То есть если, ну То есть они есть здесь, сейчас и везде. да. Ну, то есть он вот как-то, типа, что вопрос не очень корректен, что, ну, то есть они не приходят откуда-то, потому что
они пришли оттуда, откуда времени и пространства нет, и поэтому как бы нельзя вопрос такой задать. То есть, ну, в смысле, не получится из этого логичный ответ. Я понял. Он мне почему-то 3 показывает. А что означает 3? Это их какой-то знак. А может он тебе открыть секрет, что это за знак, который он тебе показал? Он теперь вот так 3 показывает. Он показал так, теперь вот так. Не знаю, это может мне сообщение какое-то, или это они как-то. А и теперь я вижу, как будто, вот знаешь, когда прикасаешься до воды, а, пульсирует вода, вот эти вот всякие вот эти Ага. кружочки. Но только он это вот так делает, и отсюда идет вот такие пузырики. Я не знаю, что он делает. Может, он какие-то оперирует чем-то. Но он почему-то не говорит, не отвечает на вопрос. Он молчит и вот как-то вот наблюдательно смотрит на меня. Как будто типа, как я на это отреагирую, или что я сделаю, или что я спрошу. И он еще смотрит, как я тебе это все рассказываю. И такой прям, мгм. Не знаю, вот он говорит, отвечая, вот, то есть он вот это вот, он, кстати, правой рукой показывает, а, и он левой рукой говорит, отвечая вот на вопрос на английский, но мы уже повыше поднимаемся, а, но это также выходит уже за пределы линейного восприятия, и ну, в линейных терминах, да, мы выходим на новый уровень, Э, и это он идет уже за пределами вашей Земли. Сейчас я почему-то вижу, как будто бы у Земли есть пленка такая, как целлофановая, и есть такая железная клешня из 3, как это называется, лопастей или как? И она тянет за эту пленку, и как будто бы скоро оторвется эта пленка. Может, это мне он что то рассказывает, как будто у Земли есть пленка. Вот. 3 вещи. Может быть, он мне показывал вот как раз таки вот это вот, что вот есть 3, и это вот как будто бы вот это вот та самая клешня, которая уберет пленку, и он нам рассказывает, что держитесь, ребята, скоро. Да, и правда, потому что вот это вот то, что оно пульсировало, как на воде, это на самом деле пленка была. И он смотрел на меня, пойму ли я, что он мне показывает, оно мне просто почему-то не приходило. Вот. То есть он тебе, наверное, показал то, что мы как перейдем с третьего измерения дальше? Да, но, Этот момент? я думаю, он показывал, что как бы Земля была изолирована же, чтобы мы прошли вот этот вот наш путь. Сейчас теперь снимается вот это вот, как занавес раскрывается, как что, ну, пленка снимается защитная. И все, и мы теперь открыты просто вот к этому, ко всему космосу будем. Да не будем, это сейчас происходит. И он мне кивнул, да-да, всё, типа правильно. Видишь, он тебя, получается, проверил. Да, Он ш только он такое. шутник, да? Я у него сейчас бороду такой какой-то увидел. Я не знаю, или я только сейчас её заметил. Фух, А кому да, интересно. покровительствует Аполлон сейчас? Может он сейчас сказать? Кому покровительствует кому-нибудь? Так, Нет я он? сейчас пытаюсь прочитать, какие буквы он мне показывает. Ну, я пытался прочитать буквы, но у меня не получается, но он мне сейчас показывает, наверное, это он, что есть какой-то человек, который держит землю, и это прям у него такие супер седые волосы, в смысле белые и длинная борода. И он держит и слушает землю, и смотрит на землю. Вот его. Он, получается, его покровитель, да? Да, и я вижу у него как будто вот этого человека, который держит землю, у него написано «Е». А что это Вот. означает? Это первая буква его имени. Я думаю, это он мне показывает, потому что я не могу полностью его показать. Ну, видать, нельзя, да, полностью просто показать?
Может быть. Я вижу сейчас А, вообще как, какой-то Еарет, может быть. Иарет — это имя его? Да. А он сейчас воплощен, Что-то получается? так. Кто? Держит, в смысле, прям физически держит, вот прям в руках. Землю? Да. Прям на руках держит. Вот так вот взял в руки. О, слушай, интересно. Но он, получается, на тонком плане, что ли, вот этот Иарет? Или он на физике присутствует у нас на планете Земля, А он воплощен? как он, ну, вот когда ты сказал про воплощение, мне показалось, что как будто бы или, ну, вот много от него точечек пошло в разные точки Земли. Это или он много раз воплощался, или же у него много есть душ. То есть получается он сверхдуша. Вот. Одно А, из то есть, двух. получается, Аполлон покровительствует вот этой сверхдуше. Да, может быть, он просто является частью вот этой вот сверхдуши, и из-за этого он ему этот, вот этому Иарету поклоняется, потому что, ну, это же он, это является высшая часть его, ну, как бы логично. Ну, слушай, интересно, да? Да, да. А есть ли у него человеческие потомки на Земле или потомки в других системах? Есть, я вижу тысячи. Вот тысячи в смысле как-то не выходит больше, чем 10 000, но тысячи есть. Несколько тысяч потомков. Э, я вижу, что они как-то в Европе в основном. Большинство подавляющее. А древнегреческие боги и славянские есть одна энергия, но разные имена? Это одна энергия, разные воплощения, разные люди, одно сообщение и одна энергия, да. То есть как бы, ну вот как я сказал вообще. А я тебя понял, то есть это одни и те же сущности, только в разные времена. Да, могут и разные сущности быть, но они все с одним сообщением. То есть они, может быть, до воплощения вместе даже, придумывали, как что сделать. И они, может быть, вот как, допустим, если подумать, вот как представить, мы с тобой до воплощения, и мы с тобой договариваемся, что я буду, допустим, в России, а ты будешь в Греции. И получается, что я там какой-нибудь просветитель в России, а ты в Греции. И мы с тобой договорились, что мы будем одно и то же сообщение давать. Но когда мы воплотились, мы друг друга не знаем, потому что мы все забыли. Вот. Но так-то мы просто по своей цели, по своей миссии в итоге доносим одно сообщение, а потом уже люди интерпретируют его по-разному и выходят разные вещи. Но так-то энергия и задумка одна. Ответ понятен. А все ли легенды об Аполлоне верны, или это фантазии людей и есть Много, искажения? 60% я вижу, что искажено очень сильно. До наших дней дошло 60% очень искаженных. Он говорит, только прям заядлые историки могут найти несостыковки. Ну, хотя и есть история, которая прям вообще не имеет смысла. А действительно ли он был так любвеобилен и беспощаден в мести к обидчикам? Да, все правда. Он говорит, не совсем так задумывалась, но ничего. Ну, в смысле, да, инкарнации он там хотел немножко помягче, что ли. Вот, но вышло как вышло. А он, получается, воплощался
только в теле человека на планете Земля или еще был в каких-то других существах? Он был в других существах. Я вижу, что люди поклонялись даже, вот ему. Вот. И он какой-то такой высокий был. В смысле, по статусу. Вот. Не только человек был. А можешь сейчас увидеть картинку, каким существом он был? Показывает он тебе картинку? Я вижу, он умел летать, в смысле левитировать. Ну, то есть он был, допустим, существом, да, умел летать, левитировать. Он Но он крылатый был? похож. Нет, 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 нет. Он прям вот как если бы я сейчас мог взлететь, просто с ничего. Какой вот такой вот он был. М. Я вижу, он крупнее людей. Я лицо его не могу разглядеть. В смысле, в этой инкарнации, когда он летал. Но и он явно крупнее людей. У него рост 2 там с половиной, 3 метра. Он прям вот прям весь сам покрупнее будет. Вот. И я вижу, что он вот так вот разносит, в смысле, руками, ну, так руки, а люди ему поклоняются, что-то. А есть ли в данный момент, в наше время, его воплощение на нашей планете? Нет, но потомки есть его. И он является как наставником для них. А воплощение в теле человека для богов – это игра от скуки или определенный опыт в развитии? Нет, это определенный опыт, абсолютно. Если, ну, как бы негативных существ пускают иногда инкарнироваться, м, чтобы Земля и люди прошли определенный опыт. Вот. То есть негативных людей даже вот человек, ну, в смысле, существо может само быть положительное, но чтобы испытать на себе, каково быть негативным существом, или же чтобы люди прошли определенный опыт, он инкарнируется абсолютно отрицательным существом. Вот. С вот этими целями. Вот. Ну, а скуки там, это очень сложно договориться. Ну, я вижу так, что вот как-то вот некоторые люди пытаются, но очень строгий отбор на землю. Очень строгий. В смысле, кого пустят. То есть, получается, вот мы в данный момент сейчас не просто так здесь, на нашей планете. Все на землю пришли, сильнейшие из сильнейших. Помогает ли он сейчас нашей планете и его жителям, или его энергия канула в лето? Немножко ветвей у него есть. Но это все скоро закончится, потому что, э, ну, тут я вот сейчас говорю как-то с комбинацией того, что я вижу, и того, что я знаю, что, ну, судя по всему, у него это все уйдет. Ну, я вот вижу. И я думаю, это потому, что скоро перемены будут же сильные, все прям поменяется. Кстати, вот интересный факт маленький. А, вот если бы вот недавно просто Солнце выпустило вспышку очень сильную. Если бы мы сейчас находились там, где Земля находится в сентябре, то у нас могло бы просто у всех очень сильное электричество подключиться. Вот просто у всей Земли. Вот. И вот типа такого переворота нас ждет, что там и Солнце влияет еще на разум людей и все такое. Ну, в общем, скоро это будет. И тогда вот с Аполлоном вот это все потухнет. Ну, пока что так вот.
А что связывает Аполлона и Гиперборею? Что-нибудь связывает? Я вижу, что их, связывает потомство. Как-то я вижу, что потомки пересекаются, и из-за этого, люди выходят, как, у них одновременно наставник у вот этого Аполлона и как-то Гиперборея помогает вот этим вот людям. Спроси, какая у него была миссия, то есть его предназначение, вот когда он был Аполлоном в то время. Я вижу, как-то поставить все на место, навести порядок. А на сколько процентов у него получилось вот это сделать, навести порядок? На 40, потому что он не совсем миссию свою выполнил. А вопрос такой: любовь всепринимающая и всепрощающая, безусловная любовь — высшая сила во Вселенной или есть что-то сильнее любви? Ну, он так говорит, что вот, ну, если вы меня спросите, то я, конечно, скажу, что да. Вот. Но это не у меня спрашивать, он говорит. А что ему нравилось в человечестве той эпохи? И чего не хватает людям нашего времени? Я вижу, что это как вот между людьми образуются связи, и как связанность, что все друг друга знают, что ли, что взаимодействие между людьми больше, что вместе используются силы. И так как из-за того, что все друг друга знают, то коррупция такая вот как-то не существует ее, потому что все люди очень связаны, все так вот переплетены. Сейчас такого нет, сейчас очень много дыр, не хватает связанности, что ли. А как исправить можно вот то, что сейчас происходит на планете? Как-то, чтобы люди объединились, исправить вот ту экологическую ситуацию, которая у нас на планете сейчас возникает. Больше показывать себя, не стесняться, э, быть, собой. Это людям как-то вот пример, что они понимают, что это нормально, что не стоит этого стесняться. И чем больше людей открывается, тем больше они понимают, как на самом деле, как они все похожи, как они на самом деле все близки. И таким образом они объединяются, им легче дружить между собой, им легче общаться, им легче объединяться, легче снова вот эту вот структуру вместе с сплоченность вот эту вот. Вот. А есть ли возможность силой мысли и вибрациями менять структуру воды, то есть возможность менять структуру пластика и других долго разлагающих отходов? Он так ручки потер, и такой прям: вот это прям здорово". И говорит: "Да, вот", он мне еще показывает кристаллик. Говорит: "Кварц, вот кварц можете взять, вот его вот так вот в руки или повесить его, направить энергию на кварц, и потом через кварц на вещи, и можно так, вещами управлять. Там не только водой, не только пластиком".
много чем. Но это все сила разума и тренировать. Но этим могут, да, я как понимаю, скоро воспользоваться земляне? Этим уже можно воспользоваться. То есть уже есть такие, да, технологии на нашей планете? Он говорит, про технологии не знаю, но я знаю, что каждый человек так может. Не, ну то, что мыслями, допустим, воду менять и заряжать, это мы уже точно можем, потому что я так делаю. А вот с пластиком интересно. Да, очень интересно. Практикуйте каждый день по чуть-чуть. То есть я правильно понимаю, это надо нам как-то на кварце сконцентрировать свое внимание и потом перенаправлять его, ну, допустим, на ту же воду и Да, он заряжать, да? говорит, да, вот как-то вот, он так показывает, как-то вот энергию вот сюда, вот если, ну, у меня показывает, что вот как бы кварц вот тут, и он так висит. И вот здесь вот Мгм. берете его сюда. Потом, когда энергия вот здесь, и когда вы ее уже соединили и втолкнули в кварц, то ее потом как лазером вот так в нужное русло. Так и лечить можно людей там с раком, например, вот этим вот лазером эфирным можно излечивать людей от болезней. Только осторожно, говорит, мозг не повредите случайно. Он как-то вот, ну, показывает, что мозг самое чувствительная к этому лазеру. Он говорит, можете взять попроще какой-нибудь материал и попрактиковаться с материалами попроще, у которых не такая сильная энергия, потом уже переходить на что-то более мощное. А что за попроще материалы? Он может показать тебе? Сейчас он тебе покажет. Лазурит это кристалл? По-моему, нет. То есть он тебе говорит лазурит, да? Алло. Да-да-да, то есть я имею в виду лазурит. Он тебе про лазурит сейчас сказал? Ну Что вот как бы как будто я что-то полегче. такое вот увидел, но, по-моему, лазурит это не кристалл. Может быть, он что-то другое имел в виду. Он говорит, можете вообще с обычным камнем попробовать, вот направлять энергию просто в камень обычный. Вот как получится у вас, то дальше можете уже пробовать с кристаллами. Но То, кристаллы лучше, потому что камень еще попробуй в него энергию затолкать. то есть, а как мы поймем, что у нас получилось? А, ну вот он говорит, что вот как-то вот чувствуется, когда ты к нему руку подносишь, вот она как-то вот прям так вот. А, то есть мы, получается, сами энергию и вибрации почувствуем. Мгм. Отражением от самого камня, да? Да, похоже на то. А мгновенное перемещение в пространстве и времени, когда станет доступно любому человеку? Тоже с помощью кристаллов, но нужно очень много практиковаться. То есть сделать оболочку из энергии кристалла и потом подумать о местоположении. Но он как бы имеет в виду, что типа это прям, ну, прям вот заостряет внимание на том, что это прям, ну, это прям, как надо потренироваться. Но это, я так понимаю, в ближайшем будущем для человечества есть такая возможность развиваться в этом направлении. Это уже есть такая возможность. Нужно тренироваться просто. А человечество вообще в данном контексте сейчас, как мы живем,
придет когда-нибудь к такому виду развитию, ну, вот то, что мы развиваемся, будем жить без всяких паспортов, справок и прочей ерунды. Между собой, да, но при космических коммуникациях они иногда нужны будут, чтобы справляться с, как это слово, ну, как-то, ну, приставучими, которые язвят постоянно, с негативными, в общем. Чтобы им показать, что вот, видишь, написано. Между собой все нормально. Придем. В этом тысячелетии. До 2600 года будет. А вот у многих с детства есть ощущение, что они умеют летать, вот способность. Вы все умеете летать, но нужно договориться с самим собой и с высшим я. Но он тут почему-то про тренировки не говорит, то есть как будто договоренность. То есть это все зависит от нашей осознанности и осознания, да? Но он как бы в целом, да. А что бы он хотел передать вот, или какие-то наставления, пожелания людям настоящего и будущего? Любите, делитесь любовью. Про любовь, вот у него сообщение, что и что он еще этот напомнил про то, что вот он говорит, объединяться, надо сплочаться. Ну, я так понимаю, вот сейчас у нас, он же видит ситуацию, да, которая на планете у нас происходит. У нас сейчас очень люди разнены, и вот в связи вот с этой вот, скажем так, пандемией, люди начали все больше понимать, что происходит в мире, и начали объединяться. Да, он это имеет в виду, еще он показывает мне, что как будто будет крокодил, а мы все стоим в воде, и к нам подплывает крокодил, смотрите, чтобы он вам ногу не откусил. Будет один очень интересный человек, который будет хотеть откусить ногу человечеству. Вот, следите за этим. Выходите из воды. Не надо. Ну, короче, это как-то как крокодил, аллигатор. То есть Хочет. интересно, он так сейчас загадкой говорит, да, как бы расшифровать бы вот это послание его еще. Но я думаю, он говорит, чтобы первое мы не попались на это, чтобы нам не откусили, а второе нам надо выходить из воды. Типа, зачем нам там стоять, когда там аллигатор? То есть мы как-то в воде находимся, может быть, мы находимся в существующей системе межгосударственной, государственной, интернациональной, ну, просто на планете. Нам нужно выбираться, может, из этой системы, иначе нас начнут кусать аллигаторы. То есть выбираться надо из системы, надо выходить из этой воды. То Но в есть данном, нас ну, вот смотри, в данном, допустим, сейчас ситуации, мировую я сейчас беру ситуацию, у нас сейчас, мы выходим из этой ситуации, вот народ сейчас двигается в каком направлении? пока что еще много кто стоит. Вытягивайте их. Все, ножки помочили, хватит. Ну, то есть у нас очень хорошие шансы, да, выйти и жить по Да, совести и но по чести. тут я вижу проблему в том,
Это я говорю, что э, вот проблема-то в том, что нужно вывести людей из воды, но при этом нужно это сделать так, чтобы не то чтобы мы их принудили, а чтобы это было на мирной основе. То есть не чтобы мы их принудили, не чтобы это было со злобой. А то они обратно забегут в воду и все их съедят. И нам еще достанется за то, что мы их затянули обратно на сушу, не по их воле. Вот, поэтому нужно показать, как, на суше хорошо, что тут тоже есть свои плюшки. Уже пора выходить из воды, наплавались. Ну да, мы его понимаем, короче, о чем он говорит. Короче, работы у нас еще много, да? Э, но не так уж много. Есть вот одна вот такая вот большая цель, и вот если сделать, то все самое тяжелое уже позади, уже все будет переключатель, э, повёрнут. А спроси у него, знаешь, какой вопрос еще интересный? А сама банковская система, она рухнет как таковая? Куда мы вот двигаемся? Да, да. Если вы выйдете на сушу, все, вот этот переключатель, не будет поддержки у банка. Они питаются вашей энергией за счет денег. Вот. И то есть Ну так, так смотри, а там получается, ну выйдем мы на сушу, система эта рухнет, да, скажем так. Я так предполагаю, что к концу года подводят к этому именно, чтобы у нас система эта рухнула. Так а там получается мы в другую систему, да, войдем? эта система уже будет основана, она будет для людей. Вы, люди, между собой на суше будете сделать. Это как вот эта вот вода, это как вот эта вот система, которая сделана негативными существами. А на суше мы начнем свое делать, свое, все для людей, все на мирной основе. Будет новая система, которая будет всем удобна. То есть никаких аллигаторов, э, никакой воды. Ну то есть в ближайшее время мы это все увидим, да? Да, если вытащите большинство людей. Ну, в идеале, естественно, было бы, чтобы вытащить всех людей. Мы все к этому стремимся. Вот. Основная работа — это вытащить людей, и все уже пойдет как по доминошкам. А с кем бы он нам посоветовал еще пообщаться с инопланетными расами? А, ну вот я вот, вижу инь-янь вообще. Это это символ баланса в Китае, в китайской культуре. Э, вот можете поговорить с кем-то из китайских мудрецов. Вот. А Или, может быть, посмотреть в символ инь-янь. что такое инь-янь? Символ сам? Да, ну прям углубиться в это вот. То есть поспрашивать, там, может, в хрониках посмотреть, углубиться в смысл, вот, то есть копнуть вот эту мудрость. Понял Ну, тебя. ну, он мне показывает просто символ инь-янь. А слушай, Ле, поблагодари его, мы как бы очень рады, что с ним пообщались. Да, ну как-то он что-то, я вижу, как-то он прям так нас выпроваживает, как будто бы давно пора уже у него как будто дела. Ну, странно, ну ладно.